Что бы вы выбрали, если бы вам предложили продать душу дьяволу? Кто-то хочет денег и славы. Быть может, вечную молодость и красоту. Или какие-нибудь безграничные способности. А может быть и банальную месть. Но для артиста, наверное, самое важное — это деньги и слава. Особенно в наше время, когда именно это является параметром твоего таланта. И Weeknd — это тот артист, который не только смог обрести все, к чему стремился с самого детства. Нет, он буквально стал самым популярным исполнителем во всем мире. Но как он смог всего этого достичь? Кажется, я нашел ответ в его клипах. Итак, в этом ролике вы узнаете, как Weeknd убил себя ради известности и славы, почему женщины в его клипах постоянно хотят его, и какой суперсилой нужно обладать, чтобы выбраться из ада. Но для начала давайте разберемся, что вообще снимал лейбл за более чем 10 лет своего творчества. У нас есть официальный плейлист на 41 ролик, который является основой для построения нашей теории. Из него я убрал несколько работ, так как они не особо влияют на сюжет или дублируют уже ранее показанные детали и смыслы. Также среди его других видео есть несколько, которые, на мой взгляд, напрямую или косвенно связаны с сюжетом общей вселенной, но почему-то не включены в основной плейлист. Их мы тоже возьмем. Каждый раз, когда такие ролики будут появляться на экране, в правом верхнем углу вы увидите специальный символ. А еще я тут подумал, как вообще могла бы называться вселенная Weeknd. Напишите об этом в комментариях. Итак, двигаться мы с вами будем в том же порядке, в котором у Авеля выходили клипы, за исключением нескольких работ, которые, на мой взгляд, должны находиться в другом отрезке времени. Но не беспокойтесь, каждый раз, когда мы с вами будем переходить к другому клипу, на экране будет появляться его название и дата выхода. Так вы вместе со мной сможете ориентироваться во вселенной Weeknd. Для удобства я также буду разбивать ролики на небольшие группы глав, чтобы нам легче было запомнить общий сюжет. Запоминайте их название, это нам очень сильно пригодится в конце. А начнем мы с интро. В него, на мой взгляд, входит 3 релиза, призванных показать нам самые ранние этапы жизни Эбеля. Первой работой стал необычный и абстрактный клип The Knowing. С самых первых кадров в нем показана планета, отдаленно напоминающая Землю, но с явным неземным ландшафтом. На форумах фанаты увидели в этой истории далекое будущее, где Эйбл является потомком или даже реинкарнацией Хейли Селаси. Однако я считаю, что действие этого клипа происходит одновременно с нашей реальностью. Эйбл предстает на этой далекой планете неким божеством или великим лидером со сверхъестественными способностями. По сюжету он начинает отношения с могущественной женщиной, но это приводит к катастрофе. Из-за ревности и токсичности их связи планета Эйбела раскалывается пополам, а сам он теряет сердце и оказывается на грани гибели. Их противостояние приводит к краху всей цивилизации Эйбела. Он, вероятно, один из немногих выживших, решает покинуть планету. В финальных кадрах видно, как Weeknd постепенно отдаляется от своего разрушенного мира, возможно, направляясь к Земле. Следующей работой, в которой Weeknd уже непосредственно окажется на Земле, станет клип Die For You, выпущенный в ноябре 2021. Эйбл, судя по всему, провел среди нас некоторое время и даже успел попасть в руки спецслужбам, которые проводили над ним различные опыты. Он сбегает от них и прячется у верстака в небольшой уличной пристройке какого-то частного дома. Там его находит девочка примерно одинакового с ним возраста. Она напугана, но приглашает его домой. Внутри Эйбл проявляет необычные сверхспособности. Однако это пугает родителей девочки, и те пытаются остановить Weeknd. В то же время на его поиски отправляются спецслужбы, которые хотят поймать его и запереть для проведения новых опытов. Во время задержания Эйбл теряет свой крест, и тот превращается в знакомый нам по клипу Starboy символ. Однако здесь он предстает в виде опасного оружия, которым парень без труда одолевает взрослый отряд. В конце он понимает, что напугал свою новую подругу и ее семью. Эйбл решает, что лучше всего будет просто улететь. А теперь настало время немного сломать хронологию событий и поговорить о клипе False Alarm, но с некоторыми оговорками. Во-первых, я не уверен, что он должен находиться именно здесь, так как плохо стыкуется с другими работами Эйбела. Во-вторых, сам клип очень сильно отличается от того, что выходило до и после у Weeknd. Как известно, снял его Илья Найшулер, до этого снимавший хардкор, и в моем понимании он имеет больше отношения к Найшулеру, чем к Weeknd. Теперь, когда мы с этим разобрались, время поговорить о сюжете. False Alarm до самых титров мы не видим лицо героя, однако смотрим за всем происходящим именно из глаз Weeknd. Он вместе со своими подельниками решает ограбить банк, но не все идет так, как надо. На хвост Эйбелю и остальным грабителям падают полицейские, и в клипе начинается динамичная погоня, в которой гибнут почти все напарники Weeknd, а сам он чудом выживает после аварии вместе с заложницей. В конце девушка забирает у Эйбеля все награбленное и уходит в закат, а сам Weeknd убивает себя за кадром.
Дальше нас ждет череда черно-белых работ Эйбела, в которых он достаточно безразлично переживает будто бы осколки своей жизни. В последующих клипах мы неоднократно столкнемся с религиозными образами и интерпретациями Уикенда, поэтому предлагаю считать это место чистилищем, в которое он попал после трагичных последствий False Alarm. После чего мы видим дорогу, один из ярких символов в работах Эйбела. Она проносит нас через яркие моменты жизни Уикенда, который тот будто бы смотрит на проекторе. В них он видит обрывочные воспоминания какого-то праздника, который он, вероятнее всего, проводил с девушкой. Но к концу клипа мы видим, что даже это воспоминание омрачается каким-то конфликтом, после чего весь дальнейший путь Эйбеля сопровождает Дрейк, а его счастливое воспоминание растворяется во мраке и слезах. Из чистилища Эйбел попадает на интервью. Мы практически не слышим, что говорит ведущий, но зато можем заметить, как искренне и душевно поет Уикенд. Перед ним только что пронеслась вся его жизнь, и теперь ему пора взвесить свои поступки. Он вновь видит осколки прошлого, но уже совершенно безрадостно и даже призрачно. По мере того, как ведущий в чем-то старается убедить Эйбеля, тот видит и другой мир, полный порока и греха. Мы видим, что Эйбел готов принять эту сторону, он готов спуститься вниз и стать не просто наблюдателем, а раствориться в этом мире. В конце Уикенд понимает, что он потерял свою жизнь и осознает, что ему нет смысла держаться за надежду. В его пути все кончено, и если он хочет дальше творить, то ему нужно отдать себя саморазрушению. Так душа Эйбела попадает в мир мрака. Кисленд — это олицетворение пороков, бесконечных потоков рекламы и грязи, в которых растворяется и сам Уикенд. Но несмотря на попытки сломать его, он и в этом мире чувствует отчуждение. При этом со стороны в клипе за Уикендом постоянно наблюдает кто-то влиятельный, но иллюзорный мир все равно рушится. Вместе с Абелем разобраться в происходящем намерены и другие запертые здесь души. Он видит, что все, что происходило вокруг него, было не настоящим, а все его желания и потребности заменили искусственным и изощренным образом. Следующий клип Уикенда снова начинается с пути. На этот раз мы наблюдаем за путешествием будто бы из кабины поезда, запертого глубоко под землей. Эйбел двигается на свет, и перед его глазами вновь всплывают рекламные образы и яркие картинки. Однако Уикенд готов сопротивляться и находит в себе силы остановить движение. Он оказывается посреди пустоты, где вновь встречает Дрейка. Тот пытается отправить его в мир грез, но в конце клипа мы видим, что камера летит не к свету, а обратно. Уикенд возвращается в мир живых. В самом начале клипа мы видим, как Уикенд оказывается в обычном мире. Он несчастлив в нем, его образ выглядит опустошенным и отрешенным от такой жизни. Он садится в машину с личным водителем в аэропорту и отправляется в новый путь, в котором он вынужден искать новые смыслы жизни. Этот, как и многие другие клипы Уикенда, вновь показывает нам образ женщины, которая должна стать для него новым спасительным поводом жить. Он, проведя некоторое время в одиночестве, решает отправиться к ней, однако никакого счастья в его жизни быть не может. По приезду он видит, что девушка предпочла Эйблу другого парня, после чего убивает их двоих и вновь садится в машину, которая должна отвезти его в новое место назначения его пути. Здесь стоит отметить, что практически в самом начале клипа водитель передает Уикенду какую-то загадочную визитку. Ретро-автомобиль и общий тон повествования указывают на то, что над Эйбелем есть какие-то влиятельные покровители. Они продолжают за ним следить даже после того, как он вернулся в мир живых, и направляют его в нужную им сторону. Но куда направлялся Эйбел, мы можем узнать уже в следующем клипе Often. Мы видим, что даже после возвращения и отказа от мрака внутри себя, Уикенд не выдерживает очередного предательства от любимого человека и вновь оказывается на границе грехопадения. В Often он все еще находится в осознании своих поступков и того, что он сделал накануне. Но окружающие люди и обстановка вновь затягивают его в череду иллюзорных и искусственных способов наслаждения. Последствия этих событий мы можем наблюдать в The Hills. Эйбел снова оказывается на границе жизни и смерти, окруженный собственными грехами. При этом оказался он в этом месте не случайно. В попытках осознать, что происходит и где он находится, Уикенд натыкается на странный и мрачный особняк. Внутри будто бы никто не живет, но на втором этаже Эйбел находит красную комнату, в которой его уже поджидают, чтобы сделать предложение, от которого он не сможет отказаться. Ему предстоит продать свою душу за то, чтобы обрести славу и популярность. В наиболее нашумевшем Starboy мы видим Эйбела незадолго до принятия рокового решения. Он стоит перед выбором убить себя прошлого и принять мрачную сторону славы и успеха, или же оставить все как есть. Как мы знаем, Уикенд выбирает первое. Он разрушает символы прошлых успехов и уничтожает ненавистную ему реальность, взамен получая огромную силу, утерянную когда-то ранее, и энергию стать настоящим Старбоем.
А мания логически продолжает сюжет Старбоя. В ней мы видим, как Эйбл куда-то направляется, но перед тем, как достичь пункта назначения, останавливается перед клубом, чтобы оценить новые способности. Сначала он скрытно наслаждается славой и тем, как люди на него реагируют, но позже в полной мере высвобождает внутреннего зверя и становится с ним на равных. В Tell Your Friends мы наконец-то можем увидеть, куда все это время двигался Уикенд. Он прибыл в пустыню, чтобы заключить сделку с дьяволом. Но сначала перед героем и нами предстает горящий куст, символ, через который в Библии люди общались с Богом. Эйбл отвергает его, чтобы завершить начатое, похоронить себя и в полной мере обрести все те силы и славу, ради которых он себя же и погубил. После содеянного он направляется к женщине из клипа The Hills, чтобы передать ей себя нового. Но, видимо, решив, что власть и слава и так в его руках, стреляет в нее, думая, что сможет тем самым обмануть дьявола. Данная работа является дополнительным материалом, однако в ней есть несколько интересных моментов. Во-первых, мы узнаем, что женщина, которой Уикенд должен был отдать свою душу, все же выжила и теперь направляется к нему на концерт вместе со своим напарником. Во-вторых, важным атрибутом этого клипа является радио, на котором мы слышим несколько неразборчивых слов и шум. Этот образ станет важной деталью в будущих работах Эйбеля. Именно радио будет являться голосом потустороннего мира и, вероятно, самого дьявола. В конце ролика женщина и ее напарник сжигают постер с выступлением Уикенда, а после поджога на его плакате появляется надпись из огня «Красота за безумием». В начале Can't Feel My Face мы видим уже самого Эйбела, пришедшего опробовать свои новые силы. Он выступает в небольшом клубе и старается вложить всю душу в то, что он исполняет. Однако окружающие в зале не особо настроены его слушать. Некоторым он откровенно не нравится, а другие же предпочитают его игнорировать. Кроме подоспевшего напарника загадочной женщины, которой Уикенд должен был продать свою душу. Тот внимательно наблюдает за провалом Эйбела и на самом ярком моменте кидает в него зажигалку, огонь которой окутывает артиста адским пламенем. С этого момента его контракт исполнен, и душа Уикенда больше ему не принадлежит. Тем не менее, сам Эйбл наконец-то видит успех от своей музыки. Люди в клубе начинают танцевать под его трек и перестают освистывать его. Ремикс песни The Hills с Эминемом не особо расширяет общую вселенную и историю, рассказанную в оригинальном клипе. Она служит больше таким неким воспоминанием Эйбеля о том, что с ним произошло после аварии. В этой версии мы видим, как вокруг все горит, а сам Эйбл в растерянности пытается убежать как можно дальше от происходящего. Но становится понятно, что уже слишком поздно, и его душа ему больше не принадлежит. Клип In the Knife похож на набор воспоминаний. Мы видим, как перед Эйбелом проносится вся его жизнь. Он окунается в события прошлого, любовь, убийство, мир, первых иллюзий и момент, когда все закончилось. К концу клипа становится понятно, почему у него появились эти воспоминания. Оказывается, Уикенд сейчас на грани смерти, хотя только что добился успеха и славы, о которых мечтал. Скорее всего, те же самые люди, которые ранее отправляли душу Эйбеля в мир грез, нашли его и теперь хотят снова вернуть под свой контроль. Но этому не суждено случиться. Уикенда спасает женщина, которая очень похожа на одну из тех, кому теперь принадлежит его душа. Вместе с ней он уезжает, чтобы начать новую жизнь. И здесь я вынужден вновь прерваться, чтобы разобрать клип, который не входит в официальный плейлист. Речь идет о его совместной работе с Daft Punk, в которой Уикенд оказывается на родной планете. Так как сложно представить, к какому именно этапу времени этот клип относится, я попробую предположить, что все это предыстория перед тем, как Уикенд попал на Землю. Мы будто бы наблюдаем за тем, как космический мир Эйбела рушится, а сам он находится на границе между жизнью и смертью. Возможно, именно Daft Punk отправили его на Землю, учитывая концовку клипа. И возможно, именно поэтому они висели в его квартире в Старбое. Таким же, на мой взгляд, дополнительным материалом можно посчитать и Secrets. В этой работе мы вновь можем наблюдать кадры другой планеты и очередной конфликт в отношениях Уикенда. В конце этого клипа Эйбл видит огромный крест, похожий на тот же символ, что и появлялся в других его работах. Но настало время вернуться к реальности. В Call Out My Name, после череды сумасшедших погонь и событий, Эйбл наконец-то оказывается в спокойном, тихом районе. Однако мир вокруг него уже другой. Он видит, что мрак захватывает его душу, вокруг него пустота и одиночество. И нет в этом мире ничего живого. Вместе с этим он будто бы видит воспоминания о прошлой жизни, но не на этой планете. В конце нам показывают вселенную, в которой заперт образ необычной женщины. Вероятно, перед тем, как покинуть свою родную планету, он запер
ее в каком-то футуристичном устройстве, и вместе с этим оставил там свою первую любовь из The Knowing. И вот мы наконец-то добрались до мультипликации. Мультики во вселенной Викенда нередко играют роль коммерческой рекламы и представляют Эйбела в рамках звезды или даже героя. Нередко добавляют некоторые детали к общему сюжету и оставляют различные пасхалки. Однако отдельно на их сюжетах мы останавливаться не будем. И наконец-то настал момент, когда мы можем перейти к новому Эйбелу. В альбом Title мы впервые можем наблюдать новый виток иллюзий, саморазрушения и трипов главного героя. Это короткий тизер, в котором мы видим, что Викенда теперь окружают роскошь, безумие и адреналин. Он получил то, к чему стремился, но конец клипа нам намекает, что сам при этом дорого за это поплатился. А Blinding Light же является прелюдией к последствиям его саморазрушения. В нем он окончательно принимает свою мрачную сущность и опускается на самое дно уничтожения самого себя. Его мало что связывает с реальностью, и более того, он сам пытается от реальности убежать. Эйбел, стремящийся постоянно найти любовь, счастье и успокоение, растворяется в искусственном, стараясь найти в нем счастье. Мы видим, что он тянется к образам, похожим на людей из его прошлой жизни, но все это притворно, и в этом нет никакого настоящего наслаждения. Именно с осознанием этого Викенд сталкивается с новым препятствием. Он понимает, что даже самая яркая слава, самый большой успех и возможность иметь все, о чем он только мечтает, не делают его счастливым. Он пытается убежать от этого, но понимает, что в этот раз он не просто находится в плену иллюзий, а в реальности, где он продал собственную душу за славу, и назад дороги для него нет. Он осознает, что в этот раз ему просто так не выбраться из тех проблем, которые он сам себе создал. Он старается притворяться счастливым и дальше играет свою роль, чтобы высшие силы, заманившие его в это, ни о чем не догадались. Однако вместе с этим ищет спасение. Он понимает, что близок к концу своего саморазрушения и принимает попытки вновь убежать, добраться до нового пути и уехать из того ужаса, который его окружает. Но ему не дают это сделать. Мы видим, как неведомая сила останавливает его и даже пытается убить. Он снова видит яркий свет, но это не свет спасения. Буквально в следующей сцене мы видим, что над телом Викенда взят полный контроль. Он не успел и теперь не может управлять собой. Его новый хозяин ведет себя спокойно, ссадины на лице постепенно отступают, а заканчивается клип тревожно закрывающимися дверьми лифта, растворяющимися в дьявольском свете. Данный клип — это еще один переломный этап во вселенной Эйбеля. В нем мы смотрим на Викенда со стороны, будто бы он сам находится не в своем теле. Его плоть продолжает погружаться в пороки и разложения, но с трудом переживает это. Эйбел находится на грани борьбы за самого себя. На мгновение в кадре нам показывают девушку, похожую на ту, что мы ранее видели в Мании. Она там символизировала образ внутреннего зверя Викенда, а теперь стоит в стороне от него и ухмыляется с того, как низко он пал. Так мгновения вечеринки сменяются на пустыню, где Викенд однажды заключил самую ужасную сделку в своей жизни. Он пытается прийти к горящему кусту, но уже слишком поздно. Вокруг него только искусственные огоньки, а сам Эйбел утратил последние силы и надежду. В конце ему остается только смириться с тем, что от него самого ничего не осталось. В In Your Eyes мы видим первые последствия того, что Викенд потерял себя. Сцена в лифте превращается в бойню, но заканчивается неудачей, так как новый хозяин тела Эйбела все еще не обрел полную силу. Викенд начинает преследовать выжившую жертву в попытках убить ее, но девушка до последнего борется за свою жизнь и не дает Эйбелу до себя добраться. Он из-за этого чувствует себя отвергнутым, измученным и безумным. Викенд все с большим рвением продолжает преследование, но и жертва наконец-то находит способ защитить себя. В конце девушка, загнанная в угол, наносит Эйбелу смертельный удар и отрубает ему голову. Думая, что она победила, она уходит с этой головой в закат, а сам Эйбел остается мертвым не только душой, но и телом. Следующий видеоряд Эйбеля переносит нас к двум женщинам. Каким-то образом голова Эйбела оказывается на проезжей части, и девушки, увидев в ней нечто привлекательное для себя, принимают решение забрать остатки Викенда с собой. Приехав в свой роскошный особняк, они проводят время с головой Эйбела и наслаждаются им. Однако быстро понимают, что этого им мало. Заманив к себе похожего на Викенда парня с хорошей фигурой, они убивают его и пришивают к его телу голову Старбоя.
После девушки, которые также погрязли в грехах и разложении, решают заняться с телом Эбеля сексом. И во время этого кровавого тройничка Уикенд наконец-то оживает, обретая свою новую и уже финальную мрачную форму. Да, чем дальше, тем безумнее сюжет нас ждет. В Save Your Tears мы видим, как новый Эйбл обрел свою полную силу. Девушки не только смогли вернуть тело Уикенда, но и постарались немного изменить его под свои стандарты. Однако новому Старбою, судя по всему, даже нравится то безумие, которое его окружает. Если до сделки с дьяволом Эйбл был настоящим и пел свою музыку от сердца, то теперь в нем самом не осталось ничего естественного, но он готов сиять дальше. И теперь его зрителями становятся не обычные слушатели, а элита и тайные покровители, стоявшие за всем тем, что с ним произошло. Все происходящее принимает абсолютно безумный характер. Однако Эйбеля и окружающих это не пугает. Для них все это часть перформанса и обряда. В итоге мы видим в руке Уикенда пистолет, но он больше не направлен на тех, кто пытался его поработить. Теперь пистолет подносится к виску самого Эйбеля. Но даже в этом нет ничего настоящего. После выстрела из пистолета из потолка падает конфетти, а окружающие, находясь в восторге от увиденного, начинают ему аплодировать. Сам же Эйбель очень доволен шоу, которое он устроил. Дальше нас ждет очередной ремикс и очередной мультфильм, показывающий, как персонаж Уикенда создает себе подобных звезд и собирает масштабный иллюзорный мир, способный обратить все вокруг во мрак. Однако последствия этого всего мы увидим немного позже. А теперь давайте переместимся немного вниз и окажемся в потустороннем кошмаре, куда попала душа Уикенда. В Take My Breath мы видим постаревшую версию Эйбеля, пережившую в этом месте большее, чем может представить себе любой человек. Здесь ему, очевидно, нет покоя. Его главным наказанием стало его же творчество. Теперь он вынужден петь и раскрывать свою душу перед мрачными и ужасными душами этого мира. Кроме того, мы видим, как его вновь пытаются сломать и склонить к искушению. Он старается не уходить в саморазрушение, но не справляется и попадает в плен кошмаров, из которых ему пока не выбраться. В Moth to a Flame мы уже видим, как Уикенд продолжает свою борьбу, стараясь находиться как можно дальше от остальных душ этого места и избегать тех, кто может вернуть его обратно в оковы. В конце всего мы видим, как несмотря на преследование и попытки вернуть его, Уикенду удается спрятаться среди тел, и внутри него вновь разгорается свет. Этот свет переносит нас к еще одному воспоминанию. В этом клипе мы видим родную планету Старбоя, но она не такая, как раньше. Она полностью уничтожена, а вместо живых существ ее единственными обитателями стали роботы. Вероятно, один из этих роботов является копией его первой любимой. Он стремится воссоединиться с ней, но после замечает, что она такая же, как и все вокруг остальные, как в метафоричном смысле, так и в буквальном. В клипе все андроиды женского пола выглядят одинаково. Вероятно, именно в этом клипе нам показали, что случилось с настоящим миром Уикенда и почему он не может вернуться обратно. Но после небольшого флешбека мы вновь переносимся в ад, где заперт Эйбл. Следующий клип показывает нам, что несмотря на все попытки, ему не удалось сбежать. Через радио он вновь переносится в актуальную для него реальность и видит, что все предыдущие события были только у него в голове. Он не смог пробудить в себе свет и избежать преследования, а вновь оказался на полу из концовки Take My Breath. Только теперь его прошлые страдания прервались, и его самого тащат к какому-то устройству для пыток. В нем Уикенд принимает форму распятия, и вокруг него начинается ритуальное черное месса. На пике очередного музыкального душеизлияния Эйбела среди черных фигур появляется образ в красном. Он пытает Уикенда, высасывая из него талант и его душу. От этого Старбой отправляется в новый трип страданий и мучений, а после его уже сломленного переносит наверх, где он, как артист, вынужден продолжать шоу, закованный в цепи до тех пор, пока из него не начнет сочиться вся душа. После этого Уикенд замечает, что за образом в красном скрывалась девушка, лицо которой буквально на секунду обретает истинный облик. В нем она ужасна, и видно, что душа ее горит. Однако Уикенд замечает, сняв свои перчатки, что и сам находится в похожем положении. После дьявольского шоу нас вновь перемещают в пустыню. Мы видим, как буквально на мгновение радио перестает играть и ловит помехи. А сам Эйбл оказывается в ретро-машине, наподобие той, что мы ранее видели в старых работах Уикенда. Постаревший, он слышит внезапно включившееся радио, пугается его и вновь попадает в трип безумия и разложения. Но теперь Эйбл знает, что происходит. Он понял, что окружен очередной иллюзией, в которой нет ничего настоящего. Его осознание начинают замечать и окружающие. Они стараются всячески раздавить его, уничтожить морально и причинить ему боль.
боль. Однако Weeknd продолжает пробиваться через толпу и старается выскочить из этой симуляции. Он наконец-то осознает, что с ним происходит, и приходит в ужас от этого. В этом клипе Эйбл впервые пересекается с тем, кто взял контроль над его телом, и осознает, какую ошибку он допустил. Но мрачный Старбой не дает ему окончательно прийти в себя. В конце клипа он ударяет Эйбла, после чего окружающие не упускают момента, чтобы вновь поглотить его, уже не стесняясь своего дьявольского вида. Тем временем в реальном мире злой Старбой обретает все большие силы и могущество. Он приходит в место, похожее на центр помощи и реабилитации, и там его помощники обрекают присутствующих стать участниками дьявольского перформанса. Только после того, как Старбой понимает, что смог разложить душу каждого из присутствующих, он отправляется дальше, нести мрак в мир живых. А теперь настало время поговорить о ключевом моменте всего пути. 103.5 Down FM — это единственный проект в своем роде, который входит в официальную видеографию, идет 52 минуты, похож на запись концерта, но таковым не является. Что же этим хотел сказать Эйбл, добавляя это в плейлист клипов? Я думаю, что именно в этой работе он пережил настоящее искупление и осознал ценность своего творчества. Дело в том, что в начале выступления Weeknd мы не видим его лицо и не слышим, как он поет. Происходящее же вокруг напоминает такую же потустороннюю вечеринку, как мы видели во время нахождения Эйбла в чистилище до этого. После первого трека нам показывают самого Weeknd, который бы вроде бы вполне доволен происходящим. Он сильно постарел и больше не пытается сопротивляться. Однако вплоть до 19 минуты мы будем наблюдать, как в Эйбле что-то пробуждается. После 19 минуты он начинает петь, но уже на 23-й понимает, что публике это особо не интересно. У него не получается достучаться до толпы, как бы сильно он ни старался. Поэтому на 26-й минуте он вновь возвращается к исполнению своих пластинок в записи и постепенно сменяет тон на более мрачный, тем самым вызывая интерес толпы. Они уже не просто слушают его музыку, а с интересом наблюдают, к чему это приведет. И ближе к 47-й минуте он находит идеальный синтез между мрачной музыкой и собственным голосом. Он вновь чувствует свою душу, и несмотря на мрак вокруг, над ним простирается теплый свет. Эйбл нашел себя и смог обрести искупление. Слова из радио больше не засасывают его в трип. Он понимает, что пришло время вернуться. Но перед тем, как оказаться в нашем мире, Эйбл сталкивается с самым важным воспоминанием своей жизни. Воспоминанием, в котором он был счастлив, в котором любил и где ему не нужно было окружать себя славой и грезами, чтобы творить. В нем нет жестокости, и он искренне любит. Однако остаться в этом воспоминании ему не удается. Он просыпается в больнице и видит, что после всего происходящего его тело получило ужасные ожоги, а лицо настолько изуродовано, что теперь он вынужден носить пластиковую маску. В следующем клипе мы видим, что Weeknd все еще пытается найти счастье в своей жизни, найти любовь и жить дальше. Но теперь это невозможно. Все, что ему остается, наблюдать за девушкой, которая ему нравится со стороны. Он боится себя и своей внешности. Он понимает, что от него ничего не осталось, но желает вновь испытать хоть что-то. В конце клипа мы видим, как девушка, за которой он наблюдал, замечает его и манит к себе. Эйбл выбегает из отеля и бежит в ее квартиру, однако замечает, что там никого нет. И более того, за ним все это время наблюдали, проверяя его и пытаясь вновь отправить в мир грехов. Слежка продолжается и в следующей работе. В конце Weeknd все же соблазняет женщина, и мы понимаем, что помимо сверхъестественных покровителей, желающих захватить его душу, были и те, кто все это время старался его охранять, но не вмешивался. По концовке данной работы мы могли бы решить, что Эйбл все же сдался и упал в новый виток саморазрушения. Однако в его клипах остался еще один релиз. Popular показывает нам совершенно другого Старбоя. В нем он уже восстановился после чудесного воскрешения, но старается держать баланс. Эйбл научился контролировать внутренних демонов и при этом понял главную ценность своего творчества – искренность и душевность, которая была в нем и до всех сделок с дьяволом. А за всем этим есть и сам Weeknd, настоящий и счастливый. Что ж, вот такую вселенную Эйбла увидел я. Вы можете написать в комментариях, согласны ли вы со мной и видите вы тоже в этом всем такую большую 10-летнюю историю, или за всем этим стоит более простой образ. Также предлагаю каждому из вас провести небольшой мысленный эксперимент. Представьте, что у всего того, что мы с вами видели, есть параллели с реальностью.
Так, конфликты Уикенда с женщинами являются аллюзией на его собственные отношения, где он был часто вынужден выбирать между женщиной и карьерой. В конце концов, сам Эйбл является отличным рассказчиком, который нередко находит вдохновение в злодеях и кино. Например, вы знали, что его любимый злодей — Джокер? А еще он признавался, что не любит кормить аудиторию с ложечки, потому что сам вырос на авторах, которые передают смысл своих произведений через символы, и всегда хотел им соответствовать. Теперь больше верится, что у всех его клипов может быть одна вселенная. В целом, это все не важно. Если в творчестве много символизма, то и интерпретация этого символизма может быть множество. Попробуйте пересмотреть этот ролик, взглянув на его сюжет немного иначе и проводя параллели с реальностью. Уверен, вы увидите что-то новое. В дополнение к своей теории хочу отметить, что все события клипов Уикенда отлично ложатся в путь тысячелетнего героя Кэмпбелла. И помните, вначале я говорил, что каждая глава является частью чего-то большего. Так вот, она является частью этого популярного мономифа, и именно он создает плотный фундамент для того, чтобы вся история существовала. Основа многих книг, сериалов и фильмов, хочу отметить. Но самое важное, что история Эйбеля не заканчивается. Это не кино, не сериалы или не книги, где мы можем когда-нибудь увидеть титры. Он настоящий творец, который постоянно рассказывает нам новые итерации своей жизни. И именно поэтому он настоящий Старбой.